Привет подписчикам и гостям канала Travelin.rf. Меня зовут Алик. Продолжая зимние прогулки по Армении, в этом видео хочу вам показать и рассказать еще об одном древнем горном монастыре под названием Хор-Вирап, расположенном буквально в 40 километрах от города Еревана. С армянского Хор-Вирап означает глубокая темница. Монастырь гордо возвышается на холме с видом на бескрайние равнины и зеленые пастбища у предгорья горы Арарат, на которой, как известно из Ветхого Завета, оказался Ной на своем ковчеге после всемирного потопа. Мне, например, в начале экскурсии полностью увидеть Арарат не повезло из-за облачности, но потом гора мне все-таки открылась. По сути, монастырь долгие столетия и, что ж тут говорить, и в наше время, является одним из важнейших для местных христиан мест. Он долго служил духовным центром армянской апостольской церкви, где находилась резиденция католикоса всех армян. Мне эта достопримечательность привлекла больше из-за ее природной локации, где она расположена, и, конечно, из-за видов на гору Арарат. Сегодня Хор-Вирап, помимо своей сакральности, является целой индустрией по зарабатыванию денег в туристическом плане. Это продажа сувениров, это сфера питания, такси и есть платная акция по выпусканию голубей. Но это делается для осуществления мечты. Часовня монастыря была построена еще в V веке из белого известняка, вокруг подземелья Григория Просветителя. Затем был построен монастырь вокруг развалин часовни. Наверху церкви 12-угольный барабан, на котором покоится купол. Алтарная аспида церкви богато украшена. Хотя во многих армянских церквях алтарь находится на востоке, а сами церкви имеют ориентацию с востока на запад, в данном случае часовня ориентирована с северо-запада на юго-восток. На территории монастыря, в его центральной части, также находится большая церковь Сурб-Аства-Цацин, построенная в середине 17 века. В церкви проводятся регулярные богослужения. В то же время были построены кельи монахов и сам монастырь. В настоящее время это одно из самых известных мест паломничества армян со всего мира. Монастырь, как я уже упоминал, расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Тридат III содержал в заточении в течение 13 лет святого Григория Просветителя. Его заточение длилось до 301 года, до обращения в христианство, как и всей Армении. Армения тогда стала таким образом первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Подземелье, где содержался Григорий, в глубину 6 метров, ширина 4,5 метра. Перед колодцем расположена маленькая комната и металлическая, почти отвесная лестница, ведущая в подземелье. Стоит, наверное, сказать пару слов об этом человеке. Так вот, согласно жизнеописанию, отец Григория был родственником персидского царя Артабана и армянского царя Курсара. Григорий был крещен в юном возрасте, получил свое имя Григорий и христианское воспитание. В зрелом возрасте Григорий перебирается в Рим, где служит во имя христианской веры. В 287 году в сопровождении римских легионов царь Тридат вернул себе престол, а за исповедание христианства он велел бросить Григория в казематы, находившиеся под монастырем Хор-Вирап. Еще его называют колодец Арташата, где Григорий провел в заточении долгих 13 лет. Если бы не некая женщина, бросавшая ему каждый день ломоть хлеба, то Григорий, скорее всего, погиб в своей темнице. Вообще, конечно, вся эта история пронизана сказаниями и легендами. Например, в них говорится, что сестре царя Хасравидухте 5 раз являлся ангел в блистающем сиянии, возвещавший, что Тридат, который к тому времени считал себя кабаном и кушал коренья, сошел с ума человек, не исцелится, пока Григорий не будет выведен из своей темницы. Хасравидухта рассказала о своем приближенном содержании своего видения. Однако они усомнились, что Григорий, брошенный в болотистую яму, наполненную змеями и скорпионами, до сих пор еще жив. Но тем не менее, Хасравидухта и члены царской семьи пришли к рву, где увидели живого и здорового Григория, правда бледного, обросшего волосами и исхудавшего.
После освобождения, уже гораздо позже, Григорий повелел воздвигнуть большую церковь, в которую он внес тела блаженных мучениц. Поставил в ней святой крест, повелел народу собираться там и молиться. Как я уже говорил, в 301 году христианство было провозглашено государственной религией Армении. К несчастью, повсеместно в стране началась жестокая кампания по искоренению многовекового наследия армянской дохристианской культуры. Но это как водится. Обязательно посетите село Соринован, расположенное в 25 километрах от монастыря. Это настоящая деревня аистов. Мы долго не могли отойти от этого чуда. Возле каждого дома столб, на нем огромное гнездо, и в каждом пара белых аистов. Я читал, что аисты всегда возвращаются в одно и то же гнездо на протяжении всей своей жизни. Уважаемые зрители, я понимаю, что этот видеоролик получился немного скомканный. Вероятно, люди, которые хорошо знают историю Армении, скажут мне, что я нес какую-то колесицу. А кто-то, возможно, посмеется над тем, как я произношу армянские названия и ставлю ударения. Поверьте, я все это понимаю, но я создавал этот ролик просто для того, чтобы люди узнали, что в Армении есть еще вот такая любопытная, интересная достопримечательность. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Поставьте лайк, если понравилось, и включите колокольчик, это чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Да, и напоследок хочу сказать, что компания Travel.ru организует горнолыжные туры в Сочи, Архыз, Домбай, Эльбрус, а также другие авторские туры на Байкал, Дагестан, Армению, Грузию. В целом по Краснодарскому краю это винные программы и, конечно же, индивидуальные экскурсии на всех курортах Черноморского побережья. Если вам интересно, то ссылка с сайта появится в описании к этому видео. Еще можете глянуть и другие видео на моем канале. Всем удачи и пока!